Всем доброй ночи, дорогие друзья. Я отвечу на ваш вопрос насчет Вальпургиевой ночи. Хотя я об этом уже снимала не раз и говорила, но все же. Есть специальный ритуал на Вальпургиевую ночь. К сожалению, у меня на самом деле просто нет времени сейчас все это выкладывать. Я как-то показывала, но поскольку у меня каналы постоянно сливают, то понятное дело, что исчезают и работы. Но по новой выкладывали, и нужно будет проверить. Если нет, я снова сделаю и выложу. Теперь, что касается Вальпургиевой ночи. В Вальпургиевую ночь восстает темная сила. Не злая сила и не добрая, а темная сила. Это темный хаос, это часть темного хаоса. И все, что бы вы ни совершали в эту ночь, будет получаться особенно хорошо. Некоторые считают, что в Вальпургиеву ночь лучше просить удачу. Да, удачу, денежную удачу просить лучше. Чистки в это время делать не очень стоит, потому что они не так получатся, как прошение об удаче. Чистки лучше вот в такие сильные дни или ночи не особо проводить, потому что чистка это все-таки изгнание, да, определенной нехорошие силы от себя. А в эти дни они особенно активные и тяжело уходят. А вот призывать удачу в Вальпургиевую ночь особенно будет сильно получаться. Вальпургиевая ночь это, в принципе, как западный праздник Ивана Купалы. Вот приблизительно одно и то же по значимости и по силе. Откуда возник этот праздник? Считается, что это католический праздник в честь святой Вальпургии, которая родилась в семье саксонских королей и со временем была отдана в монастырь. И говорят, что первое чудо, которое она совершила, это остановила шторм и удержала корабль от потопления. После этого, значит, ее посчитали великой монахиней при жизни. А после смерти, когда ее останки начали источать мирту, ее, значит, канонизировали как святую, и она вот помогает людям заглянуть в будущее и прочее. Но здесь очень большая путаница. Во-первых, есть версия, что это собирательный образ. Вальпургия вообще не существовала как таковой. Второй момент, что Вальпургия была жрицей богини Бригит, и когда ее убили христиане, да, те, которые привели новую религию с собой и разрушение старой религии, значит, считается, что после этого ее останки были собраны, захоронены, а потом там люди замечали свечение, и начали ходить больные люди и получать исцеление, что это была жрица Вальпургия. И в итоге ее христианская церковь, ей пришлось принять ее как свою святую, канонизировать, чтобы люди перестали доверять языческим богам. То есть, ну, как обычно, да, все присваивается, все переделывается, все под себя делается для того, чтобы люди как можно больше забывали древних покровителей. Потому что святая Вальпургия изображается с черным зеркалом, с волком или собакой. Волк или собака – это проводники в иной мир. Черное зеркало – это зеркало для того, чтобы заглянуть в будущее. А мы прекрасно знаем, что религия запрещает, да, предсказания, ясновидение запрещает, потому что не хочет проигрывать древним силам. Потому что если человек будет получать от древних сил помощь, а человек получает от древних сил помощь как раз, в отличие от религии, то естественно, что у человека будет доверие к этим силам больше, чем к религии. А религия очень не хочет проигрывать в этом отношении. Это Пусек тут вкусняшки свои уплетает. А религия не желает проигрывать в этом отношении древним силам. И естественно, что запрещает все, что связано с древними культами. Так вот, праздник Святой Вальпургии вообще-то день
То есть ночь темных сил. И коммунисты не зря 1 мая выбрали праздником. Они отдали некую дань темным силам. И я хочу вам сказать, что многие-многие революционеры были оккультисты. И очень верили в приметы, очень верили в различные артефакты, знаки. Ну, вспомните, Гитлер всю свою армию снарядил вот этими древними знаками. Но вот почему эти знаки повернулись к нему обратной стороной? Потому что он эти знаки, скажем так, перевернул. Например, свастику он перевернул в обратную сторону, считая, что вот это его личный знак, личный символ, который он создал. И сделал очень большую глупость, потому что свастика или аревахач, армяне называют, это знак вечности, знак кружения, вечности, бесконечности. Когда это переворачиваешь в обратную сторону, то есть вечность уже идет не в угоду тебе, а наоборот. Ты это все время уже не работает на тебя, время уже тебя высасывает, съедает и затягивает, да, в этот круговорот. Вот переделывая, трогая сакральное, ненужное, человек в итоге уже потерял голову, сошел с ума, можно сказать. Крышу у него снесло, он уже сам не понимал, что творил. Уже приближенные говорили, что у него с головой беда началась. Последние 2 года он вообще был сам не свой до его падения. Так что вот подобные личности, да, которые, в принципе, делают историю хорошо или плохо, не будем обсуждать, но они исторические личности. Они все очень заинтересованы в этих оккультных науках и очень суеверны, очень боятся всего этого. Сталин точно был такой же. У Сталина были определенные приметы, которые он соблюдал. Он каких-то примет боялся. Не будем забывать, что он был выпускник духовной семинарии, Сталин. Когда мать спросила: ну, кто ты сейчас, кем ты сейчас работаешь? Он сказал: царя помнишь? Ну вот, я вот примерно такой. И мать сказала: лучше бы ты стал священником. Вот. Так что, дорогие друзья, дело в том, что вот эти все поверья идут из более глубинных времен, но христианство все это переделало под себя. Вальпургия не была христианской святой, Вальпургия была жрицей. Жрицей, которую христианская церковь канонизировала, дабы люди забыли про языческие корни, вот, происхождения Вальпургии, и принимали ее уже как христианскую святую. А мы знаем, что историю переписать это ничего не стоит, особенно если учесть, что как раз историю-то писали монахи. А монахи были грамотные люди, единственные, да, среди населения. Поэтому они под себя писали что угодно. Того же Аттилу называли варваром, а свои завоевания, свои уничтожения целых народов Римская империя как-то и не замечала, да. Но Аттила почему-то вот считался варваром и вандалом. Тех же вандалов назвали вандалами. Из-за чего вот слово вандализм? Когда вандалы зашли в Рим, сокрушили, там сказано, статуи. И, в общем, вот это и начал называться вандализмом. То есть акт хулиганства, скажем так, да, разрушение памятников. Но вандалы, как ни странно, пришли спасать из неволи, значит, бывшую императрицу и ее дочь, которые хотели насильно выдать замуж за нового императора и его сына. Освободили этих 2 женщин и вышли. И в Риме они всего лишь разрушили статую Аполлона. Все, что они сделали, вандалы. Но римские историки раздули это событие до невероятных масштабов, называя их варварами, недочеловеками и так далее. Но забывая при этом, насколько много урона Римская империя нанесла другим народам. Понимаете? Точно так же сейчас происходит, когда, называя, скажем, дикими племенами восточные народы, вот они такие, нам непонятны их традиции, обычаи, да, нам это непонятно. Мы считаем за цивилизованность, скажем, то же самое пьянство, тунеядство. Но не считаем, но принимаем как само собой разумеющееся. Но в то же самое время мы считаем дикостью, если там, например, плетьми наказывают за измену. Это считается ужасающей вещь. Но ведь это же измена.
Это же разрушение семьи, правильно? Но почему-то в нашем понимании, если мужчина изменяет, это все хорошо, нормально, ничего здесь такого нет. И какая дикость вот наказывать человека бить плетьми. Средневековье. Вот точно так же Римская империя. Свои оргии, свои вот эти все развязанные, значит, жуткие традиции считались цивилизованностью, а девственность женщин на Востоке, которая была на первом месте и первым условием при замужестве, считалась дикостью. Вот и пожалуйста. Так что, дорогие друзья, историю могут переписать как угодно. Теперь перейдем к чему? Перейдем к празднику. Что можно делать в этот праздник? В эти праздничные, вот именно вот эта ночь, следующая ночь, эти 2 ночи, они очень сильны. Проведите побольше денежных ритуалов, ритуалов на удачу. Они будут особенно хорошо получаться в эти дни. Практики, они знают, что нужно делать. Нужно отдавать дань духам, нужно оставлять угощение силам, нужно благодарить. Это очень хороший повод благодарить за весь год, за все, что есть. И попросить на следующий весь год, это практически Новый год колдовства. Потому что этот день называют Велесов день, этот день называют Ночь живой. Ну, как только это ведьмина свадьба, ведьмин костер, ведьмин котел. Ну, по-разному, в общем, этот день считается днем ведьм. Специально такой день ведьм. Сегодня с утра меня уже начали поздравлять с профессиональным праздником. Одним словом, боюсь, я в этом году уже не успею вам выложить этот ритуал, но выложу как-нибудь. Но если вы хотите как-то провести с пользой эту ночь, ну, проведите ритуалы благодарения темных сил. Благодарите их. Помните, задобрить злые силы? Я вам давала ритуал. Вот проведите этот ритуал. Это тоже очень хороший ритуал. Задобрить как раз в этот день, когда они особенно активны. Видите, какой фейерверк тут летает. Одним словом, в такие дни очень хорошо провести ритуалы на удачу, ритуалы на благодарение сил, просьба на весь год дальнейшей удачи и плодотворного года и так далее. Если сегодня успею, может быть, проведу прямой эфир предсказания Вальпургиевую ночь. Может быть. Не обещаю, потому что мне нужны силы. Посмотрим, насколько я смогу, потому что мне сейчас пока еще нужно людям отвечать. По-разному проведем этот сеанс. Но, как обычно, вам понравится, как всегда было, да? Ну что ж, удачи вам, всех благ, и пусть хранят вас и темные, и не совсем темные силы. Всем удачи!